Глава 139. Фуя потрясенно выдохнул. Хуачен лишь презрительно фыркнул и не удостоил его вниманием. А вот Ланчан, оценив обстановку, сорвалась бежать со всех ног. Фуя, услышав это, обернулся с криком «Стой!», однако не успел он сделать и шаг, перед ним скользнула белая шелковая лента, которая схватила Ланчан за лодыжку. Женщина тут же упала и перекатилась на спину, прикрывая руками живот. Как видно, там она и прятала дух нерожденного. Селянь, отозвав Жайо, сказал, вот как надо было сделать, если хотел, чтобы она остановилась. Кричать бесполезно. Кстати, ты только что упомянул своего генерала. Что с ним стряслось, Фуя не ответил. Только холодно хмыкнул, подошел к Ланчан и схватил ее за плечо. Видимо, по-настоящему рассердился, в его действиях не было ни капли учтивости по отношению к женщине, да еще изо рта вырвалась «твою мать», что нисколько не походило на прежнего Фуя. Однако произошло непредвиденное, ему не удалось поднять Ланчан на ноги, потому что ее живот вдруг надулся шариком, а затем из него выскочила белая тень, которая с визгом бросилась в лицо Фуя. Дух нерожденного каждый раз, возвращаясь в чрево матери, дитя накапливало силы. Поэтому атака вышла на редкость яростной, Фуя пришлось сосредоточиться на защите. Он ударил ладонью, и дух мечом отскочил к стене, затем вновь оттолкнулся и полетел на селяня. Фуя воскликнул «Задержи его!». Не дай ему сбежать, селянь не успел пошевелиться, как перед ним возник Хуачен. Сжавшийся в шар дух нерожденного резко затормозил и вновь напал на Фуя. Пока в коридоре на втором этаже из стороны в сторону скакал демонический мячик, внизу тоже воцарился невозможный хаос. Только и слышались мольбы слуг: «Окажите снисхождение, господа заклинатели». Недостойные ведь тоже трудятся ради чашки риса, да. Мы больше никогда не будем. Обычно мы просто крадем поблизости кур, чтобы прокормиться. Это все тот зеленый господин. Это он заставил нас стать его прислужниками. Вот и пришлось таким заниматься. Он прямо сейчас поджидает в кухне, глядя на неразбериху вокруг. Селянь вспомнил еще кое о чем и тут же спрыгнул со второго этажа. Цижун все еще сидел в кухне, закинув ногу на ногу и с удовольствием ковыряясь в зубах, в счастливом предвкушении ужина. Как вдруг раздался грохот, кто-то ногой пробил стену, влетел внутрь и в лоб спросил: «Цижун, где гуцы?» Классический способ бога войны входить в помещение испугал Цижуна до чертиков, так что он подпрыгнул и заголосил: «Ты! Что ты тут делаешь?» Не мог постучать в дверь, обязательно вот так врываться. Селянь без лишних слов отвесил ему пару тумаков, затем как гусака придавил к разделочной доске. Поменьше пустой болтовни. «Куда ты подевал ребенка?» Цижун осклабился. «Хи-хи-хи. Оглядись, он тут повсюду». «Где это? Повсюду?» Да ведь на полу одни только кости. Гнев поднялся из глубины души селяня, он сжал кулак сильнее, и Цижун дурным голосом завыл: «Ау-ау-ау, рука! Руку сломаешь! Постой, мой царственный брат! Ладно, я честно скажу, я тебе солгал, не ел я его. Не ел. Собирался, но еще не съел. И где же он? Не дави так, не дави. Я скажу тебе, мелкая обуза заперта в сарае с дровами. Откроешь дверь, и сразу его увидишь». Селянь велел Жайо скрутить Цижуна, а сам открыл боковую дверцу кухни, где действительно обнаружил сжавшегося в комочек Гуцзы. Принц поднес палец к носу мальчика, чтобы попробовать дыхание. Ребенок дышал довольно ровно, личико подернулось румянцем, словно он крепко спал. Однако, подняв мальчика на руки, принц понял, дело плохо, ребенок весь горячий, видимо, подхватил жар. Тем временем толпа заклинателей и монахов тоже хлынула на кухню. Едва шагнув через порог, они наступили на горы костей на полу и едва не поскользнулись. Увиденное их ошеломило. Разбойничий притон, выходит, все те блюда сделаны из человечины, а я говорил, что не бывает куриных лап с такими длинными пальцами. Внезапно раздался грохот, и в кухню влетел бледный шар, проделав дыру в потолке.
все, что это такое, спустя секунду следом спрыгнул Фуя. Выбрасывая разом больше десятка талисманов, он выкрикнул: «Все прочь! Не мешайте работать, все, а!» Великий мастер, затем в кухню ползком вкатилась Ланчан: «Не бей его, все, а!» Женщина, желтые талисманы пролетели словно лезвие или стальные гвозди, Селянь чуть повернулся в сторону и избежал столкновения, а вот Цзэжун увернуться не мог, и талисманы стайкой вонзились ему в спину. «Демонов убивают!» Раздался его безумный крик. Заклинатели окружили его всей толпой и принялись рассматривать, удивленно восклицая: техника метания талисманов, поистине довольно искусная, в когда-то просторной тихой кухне мгновенно стало ужасно тесно и шумно. Фуя в погоне за духом перемещался то вниз, то наверх, Ланчан как ненормальная гонялась следом. Цзэжуна Селянь придавил к разделочной доске, так что пол лица уже помялось. Фуя своими талисманами превратил спину демона в решето, да еще время от времени Ланчан наступала на него, ковыляя мимо. Окруженный любопытной толпой, Цзэжун взвыл: «Почему? Откуда взялось такое сборище? Ты кто такой? А ты кто такой? Мать вашу, вы дадите мне поесть спокойно? Ну почему каждый раз одно и то же? Вы мне все за что-то мстите?» Внезапно скосив глаза, Цзэжун устремил взгляд сквозь разрушенную стену кухни во двор. Хуачен, словно и не видел беспорядочного побоища, в безмятежности сидел под деревом и с полным безразличием к происходящему игрался листками сусального золота, сооружая из них дворец. Неизвестно, сколько он уже так сидел со скучающим видом, но перед ним уже высилось небольшое красивое строение. Цзэжун тут же заорал, срывая охрипшую глотку: «Скорее все посмотрите туда!» Собиратель цветов под кровавым дождем превратился в мелкого демона. Все, у кого с ним счеты, быстрее в атаку. Такой шанс нельзя упускать, впредь может не представиться. За этой деревней трактира больше не будет. Его крики оборвал сверкающий холодным блеском, перемазанный в свежей крови кухонный тесак, который внезапно встал поперек рта. Рукоятка тесака находилась в ладони Селяня. Принц с улыбкой произнес: «Хм. Что за чертовщину ты там орал?» Цзэжун совершенно не понял, как Селяню удалось запихнуть тесак ему в рот, только почувствовал холод металла и что-то крайне острое прямо возле языка. И хотя принц не нанес ему ни царапины, малейшее движение, и кровь хлынет изо рта фонтаном, так что крики моментально стихли. Однако заклинатели уже увидали сидящего вдалеке Хуачена, строящего золотой дворец. Это он. Почти уверен в этом, Селянь опередил их, бросился наружу, одной рукой прижимая к себе Гуцзы, другой призывая Жайо. Лента тянула за собой Цзэжуна, который тащился по земле и орал как резаный: «Псом вылюбленный Селянь, ты наверняка это все подстроил, никогда я, мать твою, не видел такого коварного, как ты, притворного белого лотоса». А-а-а! Заклинатели, оценив ситуацию, колебались. Нападем или нет, остерегайтесь уловки. Может, пока понаблюдаем издали. Покуда они сомневались, Хуачен достроил маленький золотой дворец, встал, приподнял бровь и, взирая на свое творение, легонько пнул. Золотой дворец с шелестом рухнул. А постоялый двор рухнул уже с оглушительным грохотом. Рассеялась и наведенная иллюзия. Селянь обернулся и увидел за спиной никакой не постоялый двор, а всего лишь поваленную соломенную хижину. Вот такое строение прекрасно вписывалось в безлюдный горный пейзаж вокруг. Роскошное подворье оказалось создано при помощи заклинания отвода глаз. Толпу преследователей, которая так и не успела решить, бросаться ли в атаку, придавила рухнувшей крышей, а они потеряли сознание, когда сверху посыпались прогнившие доски и снопы соломы. Селянь подбежал к Хуачену. «Саньлан, такие затраты магических сил не отразятся на твоем состоянии». Хуачен легко взмахнул рукой, и золотые листки испарились в воздухе. «ГГ, не волнуйся. Столь небольшие траты сил для меня не помеха». Неожиданно среди обломков крыши кто-то пошевелился. Фуя откинул в сторону соломенный сноп, выбрался из-под развалин и в гневе выкрикнул: «Для тебя не помеха, а для меня помеха».
он с таким трудом поймал дух нерожденного, и вдруг перед глазами потемнело. Подняв взгляд, юноша увидел, что крыша старой хижины падает прямо на него. Можно сказать, теперь он представлял собой крайне жалкое зрелище. Стряхнув с головы ворох соломы, Фуя, закипая от злости, протопал к Селяню и Хуачину. Юноша в гневе обратился к последнему, который теперь ростом был значительно ниже него. «Ах ты! Ты это нарочно!» Хуачен только поморгал, но не стал ни возражать, ни язвить, только посмотрел черными, как ночь, глазами на Селяня. Тот немедля взял мальчика за плечо и завел себе за спину. Нет, нет, совершенно точно нет. Дети не понимают, что творят. Ты уж прости его, Фуя. Растрепанный юноша с недоверием воззрился на принца. Дети. Ваше высочество, ты ведь не можешь грешить, что я ослеп и не вижу, кто передо мной. Селянь растерянно переспросил. А о чем ты? Это просто обыкновенный ребенок. Фуя сощурился, пристально глядя на Хуачена. Но в этот момент позади послышался негромкий треск, и Ланчан тоже выбралась из-под развалин хижины, отбросив в сторону кусок крыши, поэтому Фуя переключился на нее. Селянь выдохнул с облегчением и положил гудзы на землю, как вдруг в его голове с долей неуверенности прозвучало: «Ваше высочество». Селянь немедля поднялся. Фэн Синь — это действительно оказался Фэн Синь, который, судя по голосу, тоже выдохнул с немалым облегчением и заговорил: «Прекрасно. Значит, твой пароль для связи так и не поменялся». Селянь не удержался от беззвучного смешка. 800 лет назад принц избрал в качестве пароля фразу «1000 раз прочти наизусть Да Дэ Цин». Вот и все, и с тех пор ничего не изменилось, а Фэн Синь, как оказалось, не забыл ее. Селянь вспомнил, как тот хохотал до слез, впервые услышав такой пароль, и не ко времени ощутил легкую ностальгию. Да, не поменялся. Все ли хорошо сейчас в чертогах верхних небес? Владыка узнал о происшествии с Линвэнь. Хуачен понял, что Селянь разговаривает с кем-то из небесных чиновников, поэтому без лишних просьб отошел чуть дальше. Затем приблизился к Гуцзы и положил ладонь мальчику на лоб, чтобы проверить, не заболел ли тот. Тем временем голос Фэн Синя в голове Селяня сделался суровым. «Все очень плохо. Узнал. В чертогах верхних небес сейчас царит полный беспорядок». Селянь вздохнул. Управлением служебными делами всегда занималась Линвэнь. Неудивительно, что все так повернулось. Нет ли другого бога литературы на ее место? Нашли, да только никто не справляется. Обычно все подряд ругали дворец Линвэнь с особым рвением, как будто сами на их месте могли бы сделать лучше в 10 раз. Теперь же, когда понадобилась замена, никто не может заменить ее и на треть. От одного сбора и упорядочивания информации голова у всех идет кругом, несколько богов литературы уже отказались от должности. Селянь покачал головой, Фэн Синь же добавил: кроме того, беда не только с Линвэнь, но и с Муцином. Он сидел в темнице, но избил охрану и сбежал. Что? Селянь от услышанного вздрогнул и тут же перевел взгляд на Фуя, который как раз что-то говорил Ланчан. Юноша явно был чем-то недоволен, даже обеспокоен. Селянь отошел чуть дальше и понизил голос: что с Муцином? Как такое могло случиться? Фэн Синь ответил: не только он сбежал из темницы, сейчас все служащие его дворца отлучены от службы и ожидают расследования. Все из-за духа нерожденного. Селянь заговорил еще тише: что с духом нерожденного? Неужели он правда как-то связан с Муцином? Да. Когда заключенные под стражу демоны разбежались, Муцина назначили ответственным за демоницу Ланчан, и дух нерожденного, только он не поймал их, упустил. Но в процессе поимки дух признал Муцина, указал, что из чрева матери его вырезал и живьем превратил в демона именно Муцин. «Не может быть!» Вырвалось у Селяня. «Это невозможно!» Муцин, конечно. Эх. У него ведь не было причин так поступать, не знаю. Но поговаривали, что темное искусство, в котором используется мертвый неродившийся младенец, может ускорить процесс вознесения.
И сейчас многие усомнились, честно ли он вознесся. Поэтому его заключили под стражу, чтобы постепенно разобраться в случившемся. Кто же мог подумать, что он не усидит в темнице и сбежит? Теперь все окончательно уверены, что он скрылся от суда, поскольку совесть нечиста. Постой, постой. Все слишком странно. Если Му Цин — злодей, почему ни Дух, ни Ланчан не признали его во дворце Шинью, а указали на него только когда он погнался за ними? Разве это не доказывает, что обвинение ложное? Когда я узнал об этом, все уже повернулось так, как сейчас. И доподлинно мне неизвестно, что там между ними произошло. Слышал, что Ланчан и ребенок не ведали, кто применил к ним темное искусство, но когда превращение нерожденного в демона завершилось, однажды он случайно пробудился, а поскольку не поддавался контролю, укусил злодея в плечо, оставив шрам. Во время битвы с Му Цином Дух увидел на его плече след от укуса, старый шрам, которому несколько сотен лет. И след от укуса совпал с зубами Духа, полностью совпал. Селянь сосредоточенно спросил, как Му Цин объяснил это. Он признал, что действительно встречал дух нерожденного ранее, но отрицает обвинение в злодеянии. Сказал только, что хотел помочь из добрых побуждений, спасти дух нерожденного, и случайно был укушен. Чем давать подобное объяснение, лучше бы он вообще промолчал. И то верно. Такие вещи, как помощь по доброте душевной, забота о детях или совершение хорошего поступка без желания прославиться, в глазах остальных никак не вязались с личностью Му Цина. Сам по себе он являлся весьма единоличным, никогда не демонстрировал излишних теплых чувств, не заводил друзей в чертогах верхних небес. После случившегося никто не поверит оправданиям. И тем более никто не станет по своей воле за него заступаться. Возможно, именно поэтому Му Цин избрал побег, чтобы самому докопаться до истины. Фэн Синь сказал, в общем, сейчас все очень запутано. Ваше Высочество, где ты находишься? Владыка говорит, что демоны собираются в стаи, опасается, что мы не сможем их сдержать. Скорее возвращайся на совет, я сейчас. Принц не договорил, за его спиной вдруг раздался холодный голос Фуя. С кем ты разговариваешь?